Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и сегодня я продолжил знакомить с миром английского футбола. Я приехал на восток Лондона, в район Дегенхэм, где местный клуб Dagenham and Redbridge сыграет в рамках National League South. Это 6-е по силе английского дивизиона с соседями из Hornchurch. Я не сомневаюсь, что игра будет интересной, как-никак локальное дерби. Вы заранее настраивайтесь на самый позитивный лад, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если этого не сделали. Конечно же, пишите комментарии, все это помогает продвижению моего контента и развитию моего канала. Ну и погнали! Нас ждет Doug and Red, Hornchurch. Будет интересно. Традиционно знакомство со стадионом начинаем с клубного магазина. Вот, сразу Umbra Daggers, 42 фунта худи. Приятные свитшоты, стоят 35 фунтов. Тут прям такая, смотрите, нашивка Dagenham, Redbridge. Это, кстати, очень даже так симпатично, качественно. Есть женская одежда, футболки. Ну вот снова Umbra Daggers, 25 фунтов футболка. Здесь же форма, очень приятные красно-синие футболки Umbra Doug and Red. Гостевая форма. Ну, кстати, комплекты идут по 50 фунтов. Очень даже адекватная цена, но нужно, конечно, не забывать, что это 6-й дивизион Англии. Шарфы по 11,5 фунтов. Ну и еще какие-то худи, поло. В общем и целом, видите, магазинчик небольшой. Есть рождественские свитера. Сегодня как-никак Boxing Day. Вот, рождественский свитер. Правда, почему-то в красно-белых цветах. Ни разу не цвета клуба. Стоит 45 фунтов. Есть немного сувениров. Пины, магниты. Ринги. Пины идут по 3,5 фунта. Здесь же можно взять программки. Вот, программка стоит 3 фунта. В общем, вот значок, программка. Можно идти на сектор. Немного постоял в очереди и уже внутри проскочил вертушки. Вертушки олдскульные. Я показывал такие на стадионе Эпстед Юнайтед. Там прям каунтер каждого проходящего механический. Здесь тоже есть. Ну и сразу за вертушками еда. Пахнет просто безумно аппетитно. Посмотрим попозже, чем здесь кормят. Пока что внимание к стадиону. Dagenham and Redbridge — это очень даже молодой клуб. Его история началась всего лишь в 1992 году. Но, по сути, это классический пример того, как объединение нескольких небольших команд может создать очень даже крепкую команду, способную пробиться в профессиональные английские лиги. Все началось с того, что в 1992 году клубы Dagenham и Redbridge Forest решили объединиться. Они проживали не самую красивую, не самую такую успешную жизнь. Объединились. И новый клуб взял части имен клубов старых, став Dagenham and Redbridge, ну или в простонародье Doug and Red. За 3,5 десятилетия своего существования команда смогла не только выбиться в мир профессионального футбола, в League Two, что случилось по окончании сезона 2006-2007, но и более того, они смогли еще и промоушен заслужить, попав по итогам сезона 2009-2010 аж в League One. Надолго там не задержались, вылетели после одного года. Но, тем не менее, такая страница в истории команды есть. После этого команда несколько сезонов провела в League Two и дальше прочно обосновалась в National League, в 5-м по силе дивизионе Англии и в сильнейшем из дивизионов нон-лиги. А по итогам сезона 24-25 взяла и вылетела в National League South, в 6-й дивизион, что, конечно, стало большим разочарованием для болельщиков. И пока что непонятно, когда команда сможет вернуться в дивизион выше, потому что сейчас это такой плотный середнячок турнирной таблицы, и никаких шансов на промоушен, мне кажется, в данном сезоне уже нету. Посмотрим, что будет дальше. Сегодня играет Doug and Red с соседями, с Hornchurch, который находится в паре станций метро, но соседи эти идут на первом месте, соседи эти уверенно доминируют в National League South, и совершенно очевидно, что легко сегодня точно не будет. Ну и довольно быстро гости открывают счет. У них, смотрите, хорошая такая посещаемость. Вся заворотка забилась. Ну а что, ехать недалеко, буквально пару станций на метро. Почему бы не забить гостевой сектор, особенно в Boxing Day?
Ну, как вы видите, сегодня в целом проблем с посещаемостью на Виктория Роуд вообще нету. Домашние сектора тоже битком, просто под завязку. Яблоку негде упасть, вот люди просто стоят уже и в проходах. Ну, вот такой футбол мы любим, вот это прям кайф. И стадион приятный, атмосферный, и публика достойная. В общем, кайф. Отличный боксинг-дэй, я вам скажу. Хотелось бы, чтобы еще хозяева, конечно, забили, а то что-то как-то печально пока что все выглядит. Вообще, если честно, неплохо Дэггерс играют, атакуют, много моментов есть, забить не могут, к сожалению. А в общем и целом очень даже достойно смотрится. Если говорить об атмосфере, то, конечно, все очень так себе, мягко говоря. Гости бодрые, гости громкие, но я думаю, даже мой микрофон их не особо ловит. А хозяева, хоть и забили, просто под завязку свои сектора, молчат. Вообще ни единого заряда со стороны Dagon Red, абсолютно ничего. Я не знаю, может быть, нужно, чтобы команда все-таки забила, чтобы все проснулись, чтобы все взбодрились, потому что пока что, вот вы видите, забитые трибуны и тишина. В 2018 году команда и вовсе оказалась на грани банкротства. С финансами было все очень плохо. И что интересно, Вест Хэм, за который болеет половина, мне кажется, тех, кто ходит на Dagon Red. Собственно, Вест Хэм именно как клуб начал сбор средств. В итоге команду удалось спасти, а между клубами завязалась такая своего рода дружба. Сейчас на Victoria Road Stadium играет молодежка Вест Хэма и женская команда Вест Хэма. Лично для меня дополнительным фактором, по которому я очень хотел попасть на матч Dagenham and Redbridge в нынешнем сезоне, стало то обстоятельство, что летом в команду пришел Энди Кэрролл. Да, некогда легенда английского футбола, игрок, который отжигал в Ньюкасле, непонятно чем занимался в Ливерпуле, а потом очень плотно засел в души и сердца болельщиков Вест Хэма. Предыдущий сезон он пылил во Франции, пытаясь поднять со дна обанкротившийся Бордо. Сейчас оказался в Dagenham and Redbridge и в первой половине сезона очень даже неплохо выступал, забивал, но буквально накануне сегодняшнего матча травмировался, и непонятно вообще, выйдет ли он еще в этом сезоне на поле. Ждем новостей, если что, я с удовольствием вернусь на Victoria Road и легенду английского футбола, надеюсь, здесь застану. Еще не начался перерыв, а в палатку с пивом стоят уже огромнейшие очереди. Но, конечно, это еще происходит благодаря тому, что палатка здесь всего одна, 2 крана, 2 продавца на большую трибуну. Это, конечно, такое себе. В палатке наливают только 2 вида напитков. Пиво Карлинг и сидр от пивоварни Шарп. Синта идет по 5 фунтов. Ну и здесь на стадионе также можно, конечно же, перекусить. Сразу возле входа есть палатка Julius Fast Food Bar, где продают абсолютно все. Есть хот-доги по 5 и 5,5 фунтов в зависимости от начинки, хочется ли вам сыра или нет. Есть бургеры 5-7 фунтов, есть пироги, идут по 4,5 фунта. Сейчас посмотрим, что за пироги и вообще есть ли они. Но если что, хот-доги смотрятся очень красиво, и я с удовольствием, возможно, сейчас и съем Jumbo Cheese Dog. Не зря же я уже минут 15 стою в очереди. Итак, что же мы получаем здесь за 5,5 фунтов? Могучая такая сосиска на паре кусков сыра, ну и сверху уже самостоятельно это все мы сдобрили горчицей. Выглядит очень даже сытно. В общем, приятного вам аппетита. Хорошая колбаска, большая, сытная, горячая. Кайф. В концовке первого тайма Хорнчурч забил второй, а в начале второго тайма Dagenham отыграл один мяч, 1-2. Впереди еще 40 минут. И мне кажется, команде по силам сравнять. Посмотрим, что будет дальше. Играют классно, атакуют много, моментов много. Вот забить не могут, не могли. Сейчас забили. Сейчас, надеюсь, у трибуны проснутся. Смотрим.
Стадион Виктория Роуд был открыт в 1917 году и на данный момент вмещает чуть больше 6 тысяч человек. И на сегодняшнем матче, честно, визуально аншлаг. Клуб официально сообщил, что все сидячие места были проданы, но и на стоячих, как вы уже могли убедиться, яблоку негде упасть, людей очень много. Ну и, в принципе, это вполне себе объяснимо. Сегодня, 26 числа, в премьер-лиге играет только Ман Юнайтед, никого из Лондона, а уж тем более Вест Хэм сегодня не играет, поэтому люди пришли поболеть за свою local team. Ну и раз уж я заговорил о сидячих местах, да, здесь есть вот та сидячая трибуна центральная, гостевая трибуна тоже по креслам. А все остальное это так называемая стоячая терраса, крытая центральная часть, заворотка открытая. Все это стоячие места. Здесь люди наслаждаются футболом в самой максимально комфортной обстановке. Честно скажу, впечатление неоднозначное у меня от сегодняшнего похода на стадион. Сам стадион топ, прямо действительно по кайфу тут находиться, но атмосферы практически нету. Люди просто смотрят футбол, оживляются, когда команда атакует, атакует команда много, но никаких песен, никаких зарядов нет, и это очень сильно печалит. Даже гостевой сектор, который я говорил в начале матча, был очень громким, очень таким бодрым и активным. Во втором тайме я их вообще не слышу, при том, что я сейчас прям рядом с ними, на центральной трибуне, неподалеку от гостевого сектора. Минута сравнял Даг Андреас. Я говорил, сравняют. Сравняли. Огонь. Лайк ставьте, не забывайте. Там даже пиротехнику кто-то бросил. Смотрите, дымы на поле. Вот чего-чего, а вот дымовухи я здесь совсем не ожидал. Порадовали меня болельщики Дегенема. А на 96-й минуте гости забивают 3-2. Но тут какое-то безумие, абсолютно неадекватное судейство. Финальный свисток. 2-3. Честное слово, прям очень обидно. Дегенем и Редбридж играли, как по мне, лучше. А так было больше, красивых моментов было немало. Просто реализация печальная. В концовке, казалось бы, все, уже вытащили матч, будучи в десятером. Но тут же гости ответили своим победным мячом. Визит сюда, на Victoria Road Stadium, выдался неоднозначным. Но в любом случае, мне это очень понравилось. И надеюсь, что вам тоже было интересно смотреть мое видео. Если так, то не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на мой канал. И, конечно же, писать комментарии. Все это очень сильно помогает развитию моего канала и продвижению контента. Ну и до встречи на стадионах Англии и мира. Впереди очень много интересного. Не пропустите.